Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и новыми гостями на канале. Также Сергей Жирнов, бывший советский разведчик и человек, я не знаю, таких еще не видел, когда вбиваешь его имя и фамилию, единственное, у кого пишет «шпион». Вот это слово, да, оно, собственно, дух времени определяет на самом деле, хотя вроде как шпионские страсти ушли, но тем не менее. Сергей Олегович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Привет всем нашим зрителям. Да, это очень смешно. Это, вы знаете, меня к этому приучил немножко французский язык, потому что по-французски разницы нет. Шпион это и свой, и чужой. Это вот, так сказать, по-русски шпион – это ругательное слово, а разведчик, так сказать, это как бы нормальное. Вот, так что я уже привык к этому шпионскому, я даже с некой иронией отношусь к этому слову шпионскому и сам себя называю, да, я шпион. Да, давайте... Кстати, извините меня, и со мной согласилось Министерство юстиции Российской Федерации, которое меня внесло в список иностранных агентов. Ой, да кого там нет в этом списке? Слушайте, я так вообще, как вот свой, чужой среди своих, свой среди чужих, потому что мы с вами коллеги по этому списку, это раз. Но еще и Украина, так сказать, привет из родины передала. Достаточно интересная. В общем, я как никто вас понимаю, поэтому, собственно, с этого и начал, да, со слова «шпион». Значит, Сергей Олегович, важный момент, и кажется, что мы на пороге какой-то очень серьезной развязки. Переговоры в Лондоне, которые должны были, как нам пресса западная писала напропалую, что вот, фиксация, точка, Америка едет, Кит Келлог выступает, говорит, что мы поставим точку, все зафиксируем. Они сорвались, потому что понижен статус переговорщиков со стороны европейских стран и самой Америки. Рубио и Уитков не будут на этой встрече. Украина. Но тут, смотрите, давайте будем объективны. Она, наверное, не успела понизить статус переговорщиков. Это вот прям почти точно, потому что эти все новости застали в дороге Ермака, Сибигу и Умерова. И, в общем, изначально, да, вот сейчас какая позиция? Украина говорит, мы ехали о 30 днях перемирия договариваться. О 30 днях. Хотя Келлог и всю неделю нам говорили разные сливы о том, что вот сегодня должна была быть какая-то финальная точка, кто-то что-то чуть ли не подписать должен был. И масса таких, да, вот каких-то версий о том, что это может быть, признание Крыма, но опять-таки не Украиной российским, а Америкой российским. И вот разные люди сейчас гадают, как вообще, куда вывернет эта конфигурация. Срыв Лондона. Я почему с вами вот решил с этого начать и это обсудить? Вы же как никто знаете, что подобные вещи, они сопровождаются очень серьезной работой в тени, в кулуарах, разведок, спецслужб, коммуникаций и контактов. Где сбой произошел? Во-первых, никакого сбоя не произошло, потому что это как раз нормальное течение переговоров. Просто были завышенные ожидания, с одной стороны. У всех были завышенные ожидания. И прежде всего американской стороны, потому что у Трампа тикают часики, и у него через 7 дней исполняется 100 дней до приказа, да, после приказа. Вот, и ему надо предъявлять чего-то. И он поэтому очень сильно давил на всех, чтобы ему предъявили чего-то там к этому делу, к этому сроку. Украина, я думаю, уперлась. А Россия, наоборот, поддалась. То есть, вот с моей точки зрения, вот здесь вот такое движение произошло. Почему уперлась Украина? Украина уперлась, потому что она сказала, подождите, ребята, чего-то у нас не так происходит во всех этих переговорах. У нас почему-то давят на нас, а россиянам почему-то сдают все заранее. То есть, судья подыгрывает одной стороне. И причем подыгрывает явно совершенно. Да, это видно всем, что он подыгрывает, он практически играет. Вот я не помню, какой-то был фильм, какой-то такой детский, где просто... не детский, это, да, детский, английский фильм Джимми Кимбл. Это такой, подросток, который начинает играть в футбол, и там начинает классно играть. Так вот, его школьная команда приезжает куда-то там на выезде играть, и там просто судья откровенно совершенно играет за команду противную. Вот. Так вот, Трамп играл на стороне Российской Федерации.
А Путин, когда он понял, что Трамп играет на стороне Российской Федерации, начал Трампа разводить. Это просто, вы знаете, это синдром бабки из сказки о рыбаке и рыбке. То есть, когда детка ему принес и сказал, что ты будешь царицей, государственной царицей, она говорит, да нет, я хочу быть владычицей морской, чтобы золотая рыбка была у меня на посылках. То есть, вот это вот один в один просто. Это давным-давно уже, кстати, про Путина я говорил. Вот, но здесь просто это вот лучше не придумаешь. Вот лучше Пушкина это никто не описывает. Ну, Вот. И поэтому, Трампу... поэтому его всячески пытаются убрать и сносят в Украине. Я сразу, вы сейчас продолжите, извините, пожалуйста, я хочу просто зафиксировать этот момент. Вы говорите, Трамп, администрация Байдена подыгрывает Кремлю. У меня сразу простые вопросы. А что сейчас помощь и разведданные не идут из Соединенных Штатов Америки? Оружия нет? Помощи и штабов вместе с американскими, в том числе военными, по планированию тех или иных операций сейчас, которые происходят, нет. Это ведь все остается. Ровно такие же претензии, можно сказать, с российской стороны, что, простите, так вы, американцы, как Рубио говорит, прокси-война Америки, вы же сейчас не просто играете на стороне, вы воюете на стороне Украины сейчас. Поэтому здесь какая-то такая интересная история. Нет, здесь надо разбирать все, давайте поэтапно. Для Давайте. того, чтобы понять в этом деле, надо разбираться поэтапно. Так вот, закончу мысль. Давайте закончим мысль с Украиной. И Украина сказала, подождите, Трамп вышел и сказал, что нам надо заканчивать эту войну, и первым этапом окончания этой войны давайте мы сначала остановим боевые действия на 30 дней. Но хотя бы, вот давайте вот хотя бы это сделаем. И когда боевые действия остановятся на 30 дней, то, как правило, возобновлять их, в общем, довольно тяжело бывает иногда. Да, и просто обе стороны вдруг понимают, что действительно, ну от чего нам еще там бодаться и в одну, и в другую сторону. У всех есть свои компромиссы в головах, которые не озвучиваются, но они есть. Да, потому что Украина все-таки уже озвучила публично то, что, конечно, понятно, что вот там через неделю не освободить все территории до 91 года. Через неделю не взять обратно Крым. Это нереально, просто нереальные вещи. Даже если Украину завалить оружием, вот если Трамп сказал бы, что я сделаю свой план «Б» и дам Украине столько оружия, сколько она никогда не видела, даже если ей дать бюджет в 300 миллиардов сразу, ей все равно понадобится 6 месяцев, 9 месяцев для того, чтобы выбить Российскую Федерацию со своей территории. То есть за 3 недели этого не сделаешь, за неделю этого не сделаешь. Поэтому приходится, давайте мы остановимся и подумаем, чего будет дальше. И, кстати, скажем России, что она на самом деле у нее упала экономика, что она стоит на коленях, что у нее нет снарядов, что снаряды у нее северокорейские, что у нее нет танков, у нее нет самолетов, она не умеет ничего производить, она использовала все советское, которое она расконсервировала, и, значит, так сказать, собрала из говна, извините говоря, конфетку, значит, какие-то там танки Т-55 какие-то, настроила над ними этих сараев антидроновых и пыталась ими воевать, а теперь воюет на мотоциклах, на мотопедах и с ослами. Вот. И понятно, что таким образом она, конечно, задавить Украину не сможет никогда. Как бы это ни хотелось Путину. У него нет никаких армат, они не делают никаких Су-57, у него всего сделали Су-57 там 22 штуки, один сразу погиб, там 21, вот, и неизвестно, где они летают, и даже вы там сбили, по-моему, 3 штуки там 57-х, вот, 35-х сделали там 120, а у Америки только одних F-35 1200. То есть, несопоставимые вещи. То есть, Россия не умеет ничего делать. И Украина сказала, вот смотрите, нам Трамп предложил. Мы приехали в Джиду, и нам сказали, хватит упираться рогом, соглашайтесь, ребята, иначе все закончится. Значит, соглашайтесь на прекращение огня без предварительных условий. И Украина 11 марта подписала это дело. Сказала, да, нам это ужасно неприятно. Мы хотели там сначала начинать там с перемирия в воздухе, там на море, там и так далее. А нам американцы просто вот надавили на горло, сказали, если не подпишете, то кирдык. Все прекратим, все обрежем, ничего давать не будем. И украинская делегация подписала. Документ есть письменный. Америка, Украина, есть письменный документ, мы соглашаемся на то, Америка нам гарантирует то, и так далее и тому подобное. И дальше
точно такой же документ Америка должна была подписать с Россией. И вдруг Америка начинает в течение 2 месяцев какие-то поездки этого самого Уиткофа, неизвестно кому, неизвестно о чем, какой-то Кирюша Дмитриев неизвестно о чем разговаривает, какая-то Америка разговаривает о каких-то там посольствах, там, я не знаю, о восстановлении полетов с Российской Федерации. И Украина рано или поздно сказала американской стороне: ребята, подождите, вы хватит заниматься херней. Значит, мы подписали с вами документ, требуйте документа, и мы требуем, чтобы вы надавили на Россию, чтобы она подписала с вами точно такой же документ. Точно, один в один, без всяких условий прекращения огня. Россия не хочет. И украинская делегация говорит: Путин вводит Трампа за нос. 90 дней Путин вводит откровенно Трампа за нос. И не просто вводит его за нос, но еще над ним издевается, как над лохом. Потому что вот теперь давайте посмотрим с российской стороны. Путин ждал прихода Трампа, но одновременно очень боялся. Я прошу прощения, давайте просто, чтобы понятно было. А кто вообще видел этот документ, что подписала Украина, и о каких гарантиях в этом документе, и что еще в этом документе есть? Потому что, ну давайте будем откровенны, наверное, узкий круг посвященных в неких подписях, а там же тот же состав: Сибига, Ермак, Умеров, да, то есть на встрече в Джиде. Мы же об этой встрече говорим. Да, об этой встрече. Нет, этот документ был опубликован, он есть публично, его можно прочитать. Там, может быть, есть какие-нибудь к нему секретные протоколы, которых мы с вами не видели. Да, и, безусловно, наверняка есть какие-нибудь секретные протоколы. Но сам документ, он опубликован. Он у вас был опубликован в украинском переводе, и в английском тексте, по-моему, был опубликован. То есть он публичен, вот его, там никаких проблем, вопросов к нему нету. И, кстати, этот документ довольно хороший для Украины, потому что Украина одновременно вбила письменно в этот документ, добилась от того, что американцы написали: мы вам продолжаем поставлять оружие, мы вам продолжаем поставлять там то-то и сё-то. Вот надо найти этот документ и прочитать, потому что он был публичный. Вот. А с Путиным никаких публичных... Во-первых, с Путиным не подписали ни одного документа. Вообще никакого. То есть от слова ноль. Вообще. Кто видел? Вот Уитков ездил. Во-первых, не было никакой делегации. Какой-то Уитков куда-то ездил. Где-то там на дачах. Ездил на машине ФСО. То есть на российской машине. Со своим американским смартфоном, который, естественно, там считывали всякие там спецслужбы российские. Да, и так далее, там подобное. Это на фоне вот скандалов в «Сигнале» там и так далее. То есть на самом деле... И на определенном этапе просто стало понятно, что Путин разводит Трампа. Разводит Трампа как лоха. Потому что Путин боялся, с одной стороны, прихода Трампа, и очень ждал прихода Трампа. Он боялся, потому что Трамп все-таки непредсказуемый, но ждал, потому что знал, что Трамп будет отменит все, что сделал Байден. У Трампа психиатрическая зависимость от Байдена. Трампу не удалось победить Байдена. Не удалось в каком смысле? Байден снялся раньше времени с президентской гонки, и Трамп не получил свой матч-реванш. А вы знаете, что такое вот чемпионат мира? Помните, Карпов-Каспаров, вот когда там Карпов с Каспаровым боролись, и на определенном этапе, кто там был этим самым президентом ФИДЕ, испанец, по-моему, как его, я там забыл, как его там звать, вот, который пришел и сказал: ну, что-то матч затянулся, поэтому мы его останавливаем. И вы помните, как Каспаров пришел и сказал: как останавливаем? Почему останавливаем? Никакой остановки. Он как раз находился в секунде от победы. И вдруг приходит этот самый президент ФИДЕ и говорит: останавливаем. Он, конечно, возмутился этим делом. И вот та же самая история происходит немножко вот в этих делах. Но Путин боялся, что Трамп начнет на него тоже давить. Потому что Келлог же ведь что говорил? Что обе стороны должны пойти на уступки. Обе стороны. Значит, Путин должен был чем-то поступиться для того, чтобы найти компромисс. Компромисс – это всегда вещь, которая не устраивает ни ту, ни другую сторону. Потому что и та, и другая сторона не получает 100% хотелок своих и должна идти на какие-то уступки. Вот. От Киева добились этих уступок, причем силовым путем. Ему обрезали, вот вам обрезали перед Джидой военную помощь и разведданные. И сразу в Курске прорыв случился и так далее и тому подобное. Мы все это знаем.
Россия, против России ничего этого не было. И больше того, Трамп звонит 12 февраля Путину. Путин дрожит в Кремле, думает, сейчас у нас будет разговор на 24 часа, где я буду бодаться, вилять, а он будет давить. Или просто он скажет, слушай, вот тебе раз, два, три, четыре, пять не сделаешь, через 3 дня кирдык. И вдруг звонит Трамп и говорит, Володя, да я к тебе приеду, да ты ко мне приедешь, да мы вообще-то такие друзья, вообще я тебя люблю в засос, целую в засос и так далее. И вообще вот тебе подарок, я тебе даю все, что угодно. И Путин такой, ё-моё, а это вообще Трамп мне звонит? А это вообще вот тот самый человек, которого все боятся, который книжку написал, как вести переговоры, и который до начала переговоров вдруг раз и все сдал Путину. И Путин сам не верит в это дело. А дальше у него синдром старухи из этого самого, из рыбака и рыбки. Ах, раз ты мне это дал, ну так давай еще больше. И он начал издеваться просто над Трампом и водить его за нос. Но Трамп, он, конечно, у него развитие 7-летнего ребенка, это понятно, но не до такой степени. Знаете, как по старому еврейскому анекдоту, там, мой дедушка ослеп, но не сошел с ума. Вот, я, конечно, может, и 7-летний ребенок, но уж чего-чего, а разводить-то я сам умею. Я всю жизнь занимался разводками. Трамп сказал, кстати, публично, вот уже несколько дней тому назад, вся моя жизнь – это дилы, там, так сказать, вот, и уж чего-чего, а разводить, и когда меня разводят, я это понимаю. Это с одной стороны. И с другой стороны, вы знаете, у меня такое впечатление создалось, что Трампу никто не показал то, как Путин над ним смеялся публично на съезде РСПП. Когда у них готовился там звонок очередной, там второй, по-моему, звонок, да, и, значит, этот самый Шохин сидит, председатель РСПП, бывший министр ельцинский и путинский, и говорит, вам, вот мне Песков сказал, что вас надо отпускать там пораньше, потому что вам там Трамп будет звонить. А Путин такой сидит и говорит, да слушайте вы больше этого Пескова. Ну и все поняли, что типа, а пошел этот Трамп нафиг, ну подождет, типа. И Трамп действительно ждал час, говорят, этого самого звонка. Да? И сидят эти самые олигархи, Путин с гаденькой улыбочкой на сцене говорит, Трамп подождет. И весь российский олигархат с гаденькими улыбочками говорит, ну да, конечно, опустил Вовик Дональда просто не по-детски. Вот, и все, значит, похихикали. Я так думаю, что Трампу эту пленочку никто не показал тогда. Потому что если бы ему показали, он бы топнул ножкой и сказал, ах, это так, ну-ка, Бандерлог, это самое, подойди сюда ближе. Да? И вот я думаю, что на самом деле, что произошло, почему Путин, кстати, изменил свою позицию за последние 2 дня. Да, потому что он уже и согласился уже и с Украиной разговаривать напрямую, и уже согласился там и на то, и на это, то есть уже и по линии разгорячения огня, и уже начал откатывать, как говорят, взад. Вот. Потому что я так думаю, что, может быть, Мелони приезжала к Трампу и сказала, слушай, Трамп, а ты, Дональд, ты вообще видел пленочку, как он над тобой издевался в марте месяце на съезде РСПП? Публично издевался. Говорил, подождет этот козел американский. Ну, он этого не сказал, но все в России это прочитали именно так. И в мире во всем прочитали, кстати, это так. Но Трампу же эту пленочку никто не решился принести. Кто? Ну вот смотрите, помните, это история из древнего мира, когда гонец, который приходил с плохой вестью, чего с ним делали? Секир башка. Да? И кому охота Трампу приносить пленочку, что Вовик над тобой издевается? А тут, может быть, приехала Мелани, значит, и ему сказала это... А вот так на самом деле. И там говорит, ах так? Ну, значит, вот Путин, тебе 3 дня, потому что у меня 100 дней скоро близко. И все, украинцы согласились, а ты не соглашаешься. И ты их там еще бомбишь, а мне вот еще всякие там религиозные деятели ходят и говорят, что ты сволочь, что ты в вербное воскресенье убил там кучу мирных граждан, вот, и так далее и тому подобное. Вот, так что на самом деле, вот мне кажется, что вот что-то вокруг этого произошло. То есть Трампу немножко приоткрыли глаза, что ему сказали, что ты что-то сильно влюбился. Вот смотри, ты в Маска влюбился,
и он тебе там всякую туфту, он заставил тебя практически стать дилером своей Теслы, который там ты привез прям на лужайку перед Белым домом, вообще-то это конфликт интересов, тебя за это в тюрьму будут посадить, когда ты больше не станешь президентом. Потом ты влюбился в этого самого Питера Наварро, и он тебя втянул во всемирную войну против всего мира с помощью тарифов и пошлин, а это идиотизм. Тут у нас американская экономика упала на 10 триллионов сразу после этого дела. Ну, фондовый рынок, да, и плюс сама экономика тоже падает. Вот. То есть, когда Трамп в кого-то влюбляется, то получается плохо. И вот в Путина ты влюбился, и поэтому он просто над тобой издевается. Но Трамп вообще-то показывал, что он понимает, что Путин его разводит. Он говорил, он там месяц или полтора назад, он говорил, что вообще-то я понимаю, что вот, там сказать, я же занимался всякими переговорами. Я понимаю, что Путин, с одной стороны, не хочет согласиться с той позицией, которую мы ему предлагаем, а с другой стороны, не хочет уйти из переговоров, то есть, грубо говоря, меня обидеть. То есть, не хочет и хлопнуть дверью, и согласиться не хочет. Тогда вот, еще больше возникает вопросов, что это все не просто так, Сергей Олегович. Не просто так. Ну, у Трампа есть, задачи крупнее, больше, мазок его кисти гораздо шире, чем эта вся история с войной Путина там, против Украины. Ну, согласитесь. То есть мы же тоже пытаемся проанализировать действия Трампа. Да, конечно, конечно. Больше того, у него же был план «Б», который он сам озвучил. Он сказал, что если Путин не захочет сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня, то я завалю Украину оружием. И украинская делегация каждый раз, когда она встречалась там с Рубио, там с Уолсом и с прочими всеми американцами, они говорили, а где ваше обещание трамповское, что вы завалите нас оружием? Мы ждем, когда... Вот Путин не соглашается, он просто разводит Трампа. Мы согласились. Это произошло 11 марта. Сейчас у нас на календаре уже конец апреля. Путин виляет хвостом, а Трамп все не хочет включать план «Б». Где план «Б»? И дальше мы видели заявление Рубио, который сказал, что если одна из сторон не согласится, если не согласятся, то Америка может выйти из переговоров. А Украина такая, я так думаю, что в последние 3 дня сказала, подождите, это не план «Б». План «Б», Трамп говорил, что вы завалите нас оружием, а вы говорите, что вы сольетесь, типа мы никому не помогать не будем, ни Путину помогать не будем, ни нам. Это не план «Б», это план «С». А план «С» мы не предусматривали. Подождите, Трамп его не озвучивал. Мы напоминаем Трампу, что у него был план «Б». И давай-ка, дорогой Дональд, исполнять то, что ты говорил. Заваливай нас оружием. Заваливай нас оружием. И вот поэтому, кстати, сорвались эти переговоры сегодня в Лондоне. Потому что американцам нечего предложить. Они не хотят план «Б» запускать. А Украина не хочет соглашаться на план «С». Вот и все. Вот что произошло сегодня в среду, когда мы с вами записываем эту нашу передачу. Смотрите, что касается Крыма. Ведь, опять-таки, тут под каким углом и в какой резкости посмотреть. Украина, Крым в обозримом будущем без, внимания, конфликта внутри России, ну вот это сейчас гоняют по ТикТоку, да, вот Симпсоны предсказали, Папа Римский умер, сейчас умрет Путин, начнется там борьба за власть в Кремле, и поэтому смута, всем будет не до войны на территории, и есть шансы отвоевать какие-то, земли, которые захвачены Украиной. Без этого не получится. То есть мы понимаем, это какой-то такой очень странный план Зеленского. Слушайте, я молодой, ставьте на меня, Путин завтра умрет. То есть это просто идиотизм жуткий. Без этого никак. Александр, я вообще не лезу в ваши внутриукраинские дела, поэтому я не смогу присоединиться к вашей оценке президента Украины действующего. Это не мое, это совсем не мое. Нет, подождите, стратегически. Вы, пожалуйста, ставьте на меня, потому что это и слова Зеленского, вы их тоже слышали. То есть понятно, что вы там не будете оценивать это, потому что это немножко не вписывается в ту парадигму, которая там выстраивается сейчас, вот вы выше выстраивали. Но тем не менее, у него задача протянуть как можно дольше войну, это понимают все. А Трамп не идет, то есть не влюбился Трамп в Зеленского, мы это тоже видим.
Потому что Зеленский тоже покусывал и Уиткофа, и Венса, и говорил, что там Уитков вообще, кто это, некомпетентен. Венс говорит нарративами путинской пропаганды. То есть Зеленский тоже себя ведет нагло с представителями Белого дома. Единственное, про кого он полслова не скажет, это как раз-таки Трамп, когда журналисты прямо задают вопрос, ну так а Трамп что? Ой, вот ничего. То есть мы видим вот эту игру со стороны Киева тоже и оцениваем ее, в процессе. Вопрос в другом. Крым, да, как условие, как вы оцениваете вот эти сливы западной прессы? Он действительно, американцы признали бы Крым? Во-первых, я с вами не соглашусь по поводу того, что как там Зеленский наезжал на всех. Он правильно делал, что он наезжал. Именно потому, что он начал наезжать, именно поэтому все дело изменилось, кстати, в лучшую сторону для Украины. Кстати, 28 февраля, когда он наехал, так сказать, на Трампа и на Венса, кстати, очень тихо наехал, очень слабенько наехал, но наехал, то есть не согласился играть под их дуду. На самом деле сработало в пользу Украины. Объективно сработало в пользу Украины. Дальше у него, естественно, вы его там можете внутри Украины критиковать сколько угодно, но то, что на него, когда наехал Трамп и Венс 28 февраля, у Зеленского вылез сразу рейтинг на 15 пунктов процентных внутри Украины. То есть у него была понижающаяся тенденция с 52%, а сейчас у него там 68, 69 и так далее. Он, кстати, когда и Трамп, и Путин поняли, что у него, если вдруг состоятся выборы, его изберут без всяких проблем, какие бы претензии вы ему не предъявляли внутри Украины, это ваши внутриукраинские проблемы, его изберут, да, то они сразу сняли вопрос о выборах. Заметили, что больше никто не говорит ни о каких выборах. Уже полтора месяца. Забыли. Нет никаких выборов. А до этого говорили, если без выборов, Путин говорил, нелегитимны все, надо снимать всех, выборы проводить. Забыли. Почему? Да потому что поняли, что если сейчас будут проводиться выборы, Зеленского переизберут за 3 секунды. Все переизберут. Даже те, кто его ненавидит, все равно будут голосовать за него, потому что когда на него, как на представителя, на него же никак не на Зеленского наезжал Трамп и Венс. На него Трамп и Венс наехали как на президента Украины. Наехали не на Зеленского, наехали на Украину. И Украина это понимает прекрасно. Так было обставлено, да, я согласен. Так было обставлено, что наехали на Украину несправедливый дед нашего вот этого Вову. Да. Вот. Теперь по поводу претензий сейчас территориальных, в том числе крымских. Да. Вы знаете, я вас успокою в одной единственной вещи. То есть куча есть всяких неприятных всегда новостей, но есть одна, надо помнить самую главную положительную вещь, которая останется навсегда. Вот как Байден навсегда останется в истории победителем Трампа, а Трамп навсегда в истории останется проигравшим Байдену. И ничего изменить в этом Трамп не сможет никогда. Никогда. Просто эта история уже случилась. Вот точно так же есть Венская конвенция 1969 года о международных договорах. Вот возьмите этот текст, он, естественно, лежит на сайте ООН и везде, где там, и в любой правовой базе, и прочитайте 52-ю статью этой конвенции. В этой международной конвенции, на основании которой живет весь мир, написано, что ни один международный договор не является действующим, если он подписан под давлением силы. Вот сейчас, кстати, проблема даже для перемирия и даже для мирного договора. Потому что если российские войска остаются на оккупированных территориях, то ни один договор, который Россия подпишет с Украиной, Соединенных Штатов Америки и так далее, не является действительным с точки зрения международного права. То есть, грубо говоря, если переводить это на народный язык, если вам представляет какой-то бандит к виску ружье и говорит, подписывай, что ты мне дом свой передаешь, машину передаешь, жену свою отдаешь, детей своих отдаешь, то вы подписываете это дело, потому что у вас ружье или там пистолет приставлен к виску. Но когда этот бандит уйдет со своим ружьем и придет в суд и скажет, вот он мне подписал всю передачу, все, теперь это мое. Вы суде скажете, нет, у меня было ружье представлено, и поэтому все, что я подписал под ружьем, недействительно с точки зрения права.
международного. На это есть официальная конвенция международная, называется Венская конвенция 1969 года о международных договорах. И поэтому в этом смысле не бойтесь. Вот Украина на самом деле сейчас может выйти и подписать вообще все. Мы отдаем вам Львов, мы отдаем вам Черниговщину, мы отдаем вам Киев, мы отдаем вам всех наших детей на 10 лет вперед. Кстати, и Трампу тоже самое, она может отдать все, что угодно, вот какие-то эти самые металлы и так далее, и так далее. А когда Трамп уйдет из Белого дома через 3,5 года, то Украина просто придет в Венскую, в Международный суд ООНовский и скажет, эта конвенция аннулируется, потому что все договоры подписаны с кем угодно во время войны, недействительны с точки зрения международного права. Поэтому на самом деле, вы извините меня на грубость, но нам насрать, что сейчас навязывают Украине для того, чтобы она подписывала. Просто насрать, извините меня за выражение. Потому что с точки зрения международного права это все недействительно. Абсолютно все. То есть это будет действительно когда? С точки зрения международного права. Россия выводит все войска за захваченных территорий. Все войска. Проходит 6 месяцев после этого дела, и вот только после этого садимся за стол переговоров и начинаем чего-то там договариваться. Но пока российские войска находятся на территории захваченных этих самых регионов, все, что она подписывает, все будет недействительно с точки зрения международного права. Хорошо, вот тогда мы выходим на абсолютно гулявший достаточно активно вариант и сценарий завершения российско-украинской войны путем полной капитуляции или Украины, или России. Россия является страной-агрессором. Поэтому если Россия прекращает войну, война прекращается. Война прекращается. Это все понимают. Это понимает даже теперь, по-моему, даже Трамп понимает. Да, то есть он вот до этого говорил, что там Украина, Байден там и так далее. Ему сказали, хватит уже эту, как попугай говорить, что если бы ты был президентом, то не было бы войны. Если бы докобы, во рту бы выросли бы грибы. Вот. Россия начала эту войну, Россия является агрессором. Трамп вообще с этой точки зрения на эту войну не смотрит вообще изначально. Он никогда не говорил, я хочу для Украины справедливого мира, и я хочу справедливого наказания агрессора. Он никогда этого не говорил. Он говорил, ребята подрались, слушайте, надо прекратить это дело, останавливайте там, где кто что завоевал, как в Грузии, да, останавливайте, 20% потеряли, и все, и дальше живете мирно, и делаете вид, что ничего не произошло до этого. Вот. А на самом деле, в этом смысле и Россия, если она капитулирует, то есть если она скажет, что мы прекращаем, и мы выходим, то ей все скажут спасибо. Но, правда, потом, когда все это закончится, она выйдет, ей скажут, слушай, ну ты же вообще-то была агрессором, то есть ты теперь выплати нам репарации, ты теперь нам выдай всех военных преступников, вот и так далее. То есть это так заканчиваются так войны, когда, так сказать, страну-агрессора наказывают. И так должно с Россией произойти в итоге, чтобы ни происходило, какие переговоры ни происходили, там через 10, через 20, через 30 лет, для России это закончится рано или поздно только так и никак по-другому. То есть если будет заканчиваться война, если будет заключаться реальный мирный переговор. Потому что международное право не может сказать, что мы вам чего-то отдаем. В международном праве это не предусмотрено. Не предусмотрено признание аннексии какой-то территории силой. Запрещает это международное право. Устав ООН это запрещает. Сергей прямо. Олегович, и Венская конвенция это запрещает. Можно спросить, а голландские высоты, они чьи? Они сирийские для всего мира и останутся сирийскими для всего мира. А для США? Они являются, голландские высоты являются израильскими для Израиля и для США. Это две страны, которые признали это дело. Причем, обратите внимание, я, кстати, вот у меня тут был разговор в прямом эфире, я не совсем был готов к деталям, и, по-моему, мы с Василием Головановым обсуждали, я ему говорил, слушай, а вот надо посмотреть, кстати, а что там демократы сделали, когда Байден ушел, когда Трамп ушел первый, а что там Байден сделал? Так вот, вы будете смеяться, а демократы сказали, что мы, в общем, не будем изменять все это дело. То есть, на самом деле, даже американские демократы сказали, что, в общем, признали, значит, израильскими, так и остается. И, кстати, Байден не отменил
признание столицы Израиля Иерусалима, и американское посольство в Иерусалиме тоже не отменил. Вот, и поэтому Трамп, который говорил, все Байден делал плохо, и все, так сказать, надо вертать в обратную сторону, вот в этом смысле не работает. Но ни для какой другой страны это признание не состоялось. И не состоится никогда. Никогда, потому что это, опять же, та же самая Венская конвенция о международных договорах. И это надо понимать. Причем больше того. Вот вы можете мне сказать, но есть реалполитик, одно дело там, это конвенция, но с другой стороны, посмотрите, там Советский Союз отхапал у Финляндии Карелию, и все признали и признают границу эту. Кстати, Финляндия не признает эту границу внутри себя. И она считает, что рано или поздно, когда-нибудь она это все дело отхапает. У Китая отхапали 1 000 000 квадратных километров его территории в 1858-60-х годах по 2 договорам, да? И он признал это дело. Нет, не признал. На китайских картах в прошлом году напечатали все китайские названия, как это было там 100 лет тому назад, 150 лет тому назад. И никто не признает. На японских картах, вы думаете, Курилы нарисованы российскими и с российскими названиями? Нет, не признали и никогда не признают. И международное право не признает, кстати, за Россией Курилы как ее территорию. То есть на самом деле есть какая-то де-факто, так сказать, мы живем, потому что война закончилась и воевать, так сказать, не можем целыми днями, будем торговать, но признать никто не признал. И с точки зрения международного права это ничего не признано. Кстати, Трамп что-то вроде там эту самую с Марокко Южную Сахару тоже вроде признавал тоже за Марокко. Тоже никто ничего не признал. Вот. И самое главное другое. Вот смотрите, голландские высоты на самом деле это такая маленькая территория, но для Израиля это типа зона такая безопасности. Да, но в этой зоне чего-то там производит. Да, вот, так сказать, я не специалист по Израилю, но я тут слушал недавно передачу Михаила Шетельмана, который, в принципе, израильтянин, и который объяснял эту самую штуку, что вот они там производят там какие-то там оливки, какое-то там вино производят, там чего-то еще там растет. И вот это дело, куда-то израильтяне хотят, если они хотят куда-то это продать, то они не смогут никуда это продать, потому что это на оккупированных территориях. Они сами это съесть смогут, сами потребить смогут, но коммерцию они никакую из этого делать не смогут. И поэтому, если Россия отойдет Крым, она никакую коммерцию международную с этим Крымом сделать не сможет. Никакие туристы туда, западные, не приедут никогда, потому что это оккупированная территория. Никакой порт Севастополь никогда не будет работать как торговый порт, потому что это оккупированная территория. И она всегда будет оставаться оккупированной территорией, пока ее не вернут законному владельцу. А Украина от нее не может отказаться. Вот даже, смотрите, вот даже если Зеленский бы сказал бы, я вам отдаю, типа, американцы, ну ладно, отдаю вам Крым, подписываю. А вся Украина ему говорит, а у тебя права такого нету? Даже если Верховная Рада проголосует, нет такого права, потому что крымская территория, вся граница 91 года, это декларация независимости Украины 91 года, которую все признали. И там Россия, же, кстати, Советский смотрите, Союз. там же какой вопрос? В Декларации независимости Украины 91 года, и вы об этом знаете, наверное, знаете, в самом конце последний пункт, что это является основой нового союзного договора. И поэтому многие сейчас приводят аргументы о том, что, ну вот смотрите, как бы эта декларация, да, вместе с другими декларациями. Короче, пересобирать СССР надо было в 90-х годах. Но по этому пути не пошли, все пошли по суверенным, ну да, вот государствам и странам. Это один момент. А второй момент, немаловажный. Мы там нейтральное и внеблоковое государство в этой декларации. А этого уже нет. В Конституцию при Порошенко вписали, что в преамбулу, что мы стремимся в НАТО, то есть военно-политический блок. Это прямое нарушение Конституции, но это было. Поэтому опираться на декларацию о суверенитете, видите, много проблем получается и много аргументов против, что, мол, все признали, но это сейчас не соответствует никаким образом. Ведь как Зеленский вчера сказал, говорит, мы отказываемся от НАТО, а Россия от чего отказывается? Ну, тоже как-то странно, да, если опираться на вот эти основополагающие, да, вот фундаментальные документы. Кстати, он правильно сказал, потому что это то же самое, что говорил Келлек, это то, что мы с вами частично уже озвучили, потому что если компромисс,
то обе стороны должны чего-то терять. Ну, грубо говоря, что-то должны терять. Что теряет Россия сейчас, если останавливается война там, где она стоит? Россия не теряет ничего. Она приобрела 19% территории Украины. Да, она там потеряла свой миллион ранеными и убитыми, но для Путина это туфта, и для него это никакого значения не имеет. Да, они там разрушили все здания, для него это тоже туфта, но Россия ничего не потеряла, она только приобрела. А Украина потеряла это, и ей говорят, что а еще вы должны отказаться от НАТО, а еще вы должны отказаться от того, от всего, от 5 и 10. Да? И на самом деле... По поводу чего? Даже я вам приведу обратный пример. Вы говорите, ну вот, смотрите, они изменили, и Путин типа должен тогда, скажет, вы нарушили там что-то. Финляндия тоже говорила, что она нейтральная страна. Финляндия вступила в НАТО. Что сказал Путин по этому поводу? Ай-яй-яй, очень плохо. И что? И что? И Финляндия что, задорожала и вышла из НАТО? А Швеция, которая 245 лет была нейтральной, и вступила в НАТО. И что Путин сказал, Швеция не хорошая страна? Ну да, не хорошая страна. И что дальше? То есть изменять свое отношение к самому себе и к вступлению по своей воле в какие-то блоки – это решение страны. А граница – это совсем другое. Если вы признали границу, то все. Умерла так умерла. Ну, смотрите, как бы вопрос такой дискуссионный, такой общефилософский. Проблема в том, что Швецию и Финляндию взяли в НАТО. Понимаете, еще в чем проблема? Их взяли, да, и все. То есть, а Украину не брали в НАТО, а вот только как бы готовили, и сколько мы слышали отказов от Байдена и от теперешней администрации, да, вот заявлений, что никакого НАТО не будет. Вообще такое ощущение, что это НАТО продают как какой-то, ну, не знаю, раздражитель, как какой-то воздух, какой-то газ, да, веселящий газ. Вот они запустили его опять с этим НАТО, да, американцы говорят, нет, ни в коем случае, а у нас там украинские политики, да, а Путин типа веселится, злится и говорит, вот видите, то есть и война продолжается. Почему не снять, как вам кажется, вообще в этой войне тему НАТО, вот уже окончательно? Ну, здесь я с вами соглашусь, причем соглашусь даже дальше, гораздо дальше, чем вы идете. Я вообще считаю, что НАТО – это вообще мертвая организация, и я вообще не понимаю, зачем они так много говорят, потому что я вам напомню, что никакой НАТО не существует. То есть вот в реальности никакой НАТО не существует. Существует штаб-квартира НАТО в Брюсселе. В ней сидят там несколько сотен генералов всяких там на вполне себе приличных зарплатах и делают вид, что они чего-то там делают. На самом деле там ничего они не делают, ну, бумажки какие-то пишут, собираются на какие-то совещания, там, я не знаю, и так далее. Потому что у НАТО нет, у этой организации нет своих войск. У нее нет, ну, у нее есть единственное только объединенный штаб НАТО военный, который занимается координацией. Но если вы посмотрите на все документы, то НАТО – это всегда страны, которые выделяют какую-то часть своих контингентов и говорят, что вот этот контингент, вот этот полк французский, например, там, или эта бригада французская, или дивизия французская, она считается вроде НАТО. И поэтому мы к наклейке, к нашему французскому флагу, мы еще на руках этим бойцам вешаем еще этот самый розу ветров натовскую, вот, и они теперь считаются солдатами НАТО. То есть это абсолютно виртуальная штука, да, потому что все равно ни одна страна никаких своих солдат полностью в НАТО не передает. Она их, так сказать, в кредит отдает. Говорит, вот мы вам считаем, что мы вам в кредит отдали, там, я не знаю, там, дивизию. И вот считайте, что это дивизия НАТО. Но на самом деле это все равно французская, бельгийская, немецкая, там, какая угодно американская дивизия. И поэтому Путин сделал из этого НАТО тоже, значит, жупел, которым он пугает россиян и говорит, что вот жуткая совершенно организация НАТО. Организация НАТО за свое существование там, с какого там 49-го года ни разу не воевала ни против какой России, ни разу, ни против никакого Советского Союза, ни разу не вела никакой войны и ни разу вообще ничего не делала. Кроме каких-то там операций, там, я не знаю, в Африке, в Афганистане, там еще где-то и так далее, которые тоже условно можно было считать операциями НАТО. То есть на самом деле это абсолютная фикция, с которой все носятся. Причем больше того, с западной точки зрения,
Вот это теперь, кстати, поняли Прибалты, страны Балтии, Польша, Финляндия, что 5-я статья договора НАТО, на самом деле, она вообще никому ничего не гарантирует. Вы ее читали, эту самую статью? Там написано, что Консультации. каждая страна может подумать, там, как она будет сама реагировать и так далее. То есть там нет автоматизма и там нет защиты всех. Вот даже статья 47.2 договора европейского, вот она говорит точно совершенно, что все страны считаются сразу война началась для всей Европы, если против одной страны Европы началась война. А в НАТО нет. В НАТО можно выпустить заявление, что мы глубоко озабочены тем, что там, допустим, там Российская Федерация вошла в Нарву. Да, глубоко озабочены. Но там нет такого, что все мобилизуют сразу силы, и что натовские истребители, бомбардировщики начинают сразу бомбить Россию, потому что она нарушила границу с Эстонией. Вот. Так что на самом деле, конечно, это фикция. И в принципе, я тоже считаю, ну, так сказать, я не небольшой советчик там для украинской стороны, но я считаю, что зря вы носитесь с этой НАТО, которая нафиг никому не нужна. Лучше заключить какой-то действенный договор с Великобританией напрямую, двусторонний, с Францией напрямую, то есть с двумя ядерными державами, да, с Польшей напрямую, с вашим соседом, у которых уже 5% ВВП идет на оборону, и с нею заключить реальный военный союз, такой, обязывающий другую страну, да, чем носиться с этой фикцией НАТО. Но с ней носятся все, и те носятся, и эти носятся. И Трамп, кстати, заметили, он говорил, что США выйдут из НАТО, и, значит, и начали вроде там что-то такое делать, но никто никуда не выходит. То есть, на самом деле, им тоже нравятся и игрушки в эту фантомную организацию, которая, на самом деле, ни к чему никого не обязывает. Да, друзья, подпишитесь, поставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях к этому видео. Сергей Олегович, финальный вопрос, и он касается исключительно, вот вы касались уже выше, заморозки. Венс выходит и говорит о том, что, ну, в общем, давайте, не буду пересказывать, он говорит, что заморозка. Заморозили и начинаем строить лучшую Россию, лучшую Украину. Это звучит четко, понятно, ну вот прямо в лоб. Вот как видят Соединенные Штаты Америки завершение этого конфликта, этой войны и этой агрессии. Проблема в том, что вот эта Европа, на которую полагается Украина, она может полагаться на нее в финансовом смысле. Зеленский сам неоднократно бравировал, мол, продайте нам патриоты, деньги мы найдем. Ну, понятно, где он найдет деньги, да? Ну, европейские партнеры там, да, насобирают, дадут, королевские дома насобирают, дадут, кто-то поддержит, как-то вот, ну, деньги найдем. 15 миллиардов, 10 патриотов, это вот было совсем недавно. Другие пакеты, говорит, дайте пакет, американцы, деньги мы найдем, 40 миллиардов, там еще. То есть, как бы с точки зрения там украинца, человек у руля Украины так вот как-то разруливает такие деньги, в то время, когда у нас полбюджета дефицитное. Ну, в общем, это отдельная тема, тут как бы это с украинцами, с украинскими экспертами нужно говорить. Меня другое волнует. Если заморозить и строить лучшие два государства, почему вот этот вариант, этот сценарий Америки не выход? И ведь Европа тоже многоголосна. Кто-то в Европе, в принципе, поддержит такой вариант и скажет, это самый лучший исход. А кто-то побрыкается, поторгуется с американцами, например, по поводу тех же пошлин, ну или каких-то других своих тем. Ведь вы же видите, как Рубио не приехал, министр тоже сказали, а что нам там делать? Да, мы тоже не поедем. Ну, это сегодняшний Лондон. То есть понятно, что Европа тоже политически и экономически будет стараться играть Украиной. Их за стол с русскими не пускают, да, пока не получается, но играть Украиной они тоже будут. Почему остановиться как здесь не является самым разумным выходом из ситуации? Или нас ждут в будущем некие другие военно-политические события, которые не позволяют остановиться сейчас? Вот как бы вы ответили на такой вопрос? Вы знаете, это предложение Венса, может быть, оно и разумно,
для Венса, который сидит в Соединенных Штатах Америки и который говорит, это не наша война и вообще это не наш континент. То есть, грубо говоря, нам без разницы. А когда вам без разницы, вы можете предложить любой вариант. У вас нет по этому поводу никаких эмоций. Да? Мы на европейском континенте живем эту войну. Вы уже 11 лет находитесь в состоянии войны с Российской Федерацией, да, с 2014 года. С 2022 года широкомасштабно. Бомбят россияне Украину целыми днями. Захватили 19% территории, сравняли с землей Мариуполь. Сколько там тысяч людей похоронили прямо под этими развалинами. И в России, в Российской Федерации тоже. Они там тоже своих людей поубивали на этой войне вашими руками, но своих людей. И поэтому ни в Европе, ни в Украине, ни в России такой подход не проходит. Вы знаете, я вам приведу такой простой пример. Вы играли в «Монополию» когда-нибудь со своими друзьями? Ну, было время, да, в детстве. Было время, да. Ну вот, если вы кто-нибудь играл из наших зрителей тоже, вы всегда, вот у большинства всегда найдется какой-нибудь один человек, который, играя в эту «Монополию», рассматривает ее на полном серьезе. И заканчивается это в лучшем случае руганью, а в худшем случае мордобоем и даже смертоубийством, когда играют в «Монополию». Да, вот просто фишки какие-то, ты мне такой домик, ты мне такой домик, ты вот мне заплати такие денежки. И в итоге все, значит, разругиваются, потому что у меня есть такие несколько друзей, с которыми теперь я просто не сажусь играть в «Монополию». Я знаю, что это закончится скандалом. Закончится скандалом, потому что они на полном серьезе относятся к тому, что вот мы фитюльками, этими фантиками расплачиваемся за какие-то несуществующие дома, а они на полном серьезе, ты мне улицу, а ты мне здесь, а ты мне... И это вот все, кто играл в «Монополию», они все понимают, что как сложно иногда просто сыграть в «Монополию». А теперь представьте, что мы играем в «Монополию» реальными государствами, реальными домами, реальными людьми, реальными там танками и так далее. Да, ну или там в какие-то игрушки вот эти компьютерные, да, геостратегии, где там тоже надо строить что-то или там завоевывать какие-то территории и так далее. То есть на самом деле, конечно, в жизни это происходит очень сложно. И когда война началась, начать войну просто. Глупо, но просто. И Путин сделал, кстати, я с первого дня говорил, что Путин сделал огромную ошибку еще в 2014 году, когда он аннексировал Крым, потому что начать войну просто, закончить ее очень сложно. Посмотрите, сколько длится Корейская война. 1953 год. Стоят на линии разграничения, друг друга ненавидят, две разные страны. Но, кстати, Корея Южная, которая формально вроде потеряла свою территорию, и считает, что она там, Северная Корея, осталась, она в итоге прекрасно развивается. Две страны, которые просто вот у нас после 1945 года, кто проиграл в Третьей мировой войне? Три страны. Италия, Германия и Япония. Выиграл кто? Россия, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки. Россия победитель, живет в 25 миллионов раз хуже, чем Япония, Германия и Италия, страны, которые проиграли в этой войне. Россия живет хуже. И Россия, если даже она победит, то есть условно, если ей там отдадут на некоторое время какие-то территории, она будет жить хуже. Россияне точно будут жить хуже. Потому что вот эти россияне при Путине, у которых нет сортиров в Коми, нет сортиров в Сыктывкаре, в Туве, там, я не знаю, в Дагестане, в Чечне и прочих всяких регионах, теперь у них не будет сортиров вообще никогда и дорог. Потому что теперь Путину надо будет показывать картинку восстановления вновь завоеванных территорий. И все бабло, которое раньше могло еще хоть частично идти на обустройство каких-то территорий российских, теперь будет втюхиваться, разворовываться, коррумпироваться в Новороссии, так называемой. И россияне от этого проиграют, ну, точно совершенно в миллион раз. Понимаете? И поэтому, плюс к тому же, у кого-то убили людей, близких, у кого-то ранили. Всем испортили жизнь.
Путин всем испортил жизнь. Он испортил жизнь прежде всего самим себе. Я, кстати, украинцам на это наплевать, так сказать, это не их проблемы, потому что к ним пришел агрессор, и у них свои проблемы, своя страна, ее надо защищать, да. Мне, как бывшему россиянину, которым я себя давно уже не считаю, я уже 25 лет живу в Европе, Российская Федерация – это с точки зрения проигравшей первая, проиграла Российская Федерация из-за этого путинского решения. Поэтому это было самоубийственное решение. Экономика в заднице. Все в заднице. Все летит тартарары. Скоро от России ничего не останется. Там у них скоро они будут друг друга резать и так далее. И, соответственно, вокруг Путина, вы что думаете, что они там все эти зедники, что ли? Да у него собственная дочка уже ему говорит: пошлем Кирюшу Дмитриева с Вытковым договориться, распродадим всю Россию и снова будем жить в шоколаде, как раньше, олигархи там и так далее. Собственная дочка путинская говорит: вы, старые пердуны, нам вообще надоели, стоите Патрушевы, Сечины, Путины, Лавровы, Нарышкины, все 70+. Вы все живете своими химерами советскими, с какими-то там зонами влияния, нам насрать на все это дело. Мы хотим ездить в Лондон, в Париж на шопинг, мы хотим получать свои эти самые... Даже Соловьев, козел, у него все время он вспоминает, что у него вилла в Италии. Отобрали у него виллу в Италии. Так надо не быть дураком было. Надо было уехать в Италию и жил бы себе в своей вилле. Вместо того, чтобы всякую туфту там рассказывать на российском телевидении. Но я к чему это? Клубок настолько большой за эти 11 лет этой войны, что разрулить его так, как предлагает Венс, даже если с точки зрения здравой логики и здравого смысла, это вполне приемлемый вариант. Человеки давным-давно уже доказали, что они здравым смыслом не пользуются тогда, когда живут в своей жизни. Они пользуются эмоциями, а эти эмоции всегда очень сложные. И обычно войны – это несколько поколений. Причем, смотрите, Франция с Германией были гораздо большими врагами, чем с Россией. Но они давно уже помирились, сейчас никакому французу, никакому немцу в голову им придет, что они могут там воевать между собой. А Россия вместо того, чтобы, так сказать, мириться с Германией, она чем дальше от войны, тем они больше, вот почему называется это победобесием? Потому что просто это сумасшествие. Это коллективное сумасшествие, помешательство в Российской Федерации, все эти георгиевские ленточки, все эти там, я не знаю, портреты каких-то родственников, которые уже для кого-то являются прадедами, они вообще никогда, уже никаких, кстати, ветеранов уже никаких не осталось давным-давно. Вы знаете, да, что в 1945 году самому молодому человеку, которого в армию забирали 18 лет, ему сейчас 98. В России так долго не живет. Нет никаких ветеранов 98-летних, которые сидят рядом с Путиным, ветераны Великой Отечественной войны. Это все это туфта, все это придуманное. Да? Ну ладно, там есть какие-то там подростки, которые там тетеньки какие-то где-то там воевали или работали на военном заводе, им сейчас 100 лет, они там, значит, шамкая беззубым ртом чего-то там вспоминают. Нету. А Путин сделал из этого просто политику. Он сказал, что у меня нечего предъявить России, у меня нет никакого величия, мы в космосе в заднице, мы здесь в заднице, мы ничего производить не можем. Мы живем, кстати, за счет всего мира и за счет, прежде всего, западного мира. Дай-ка я разругаюсь со всеми людьми, за счет которых я зарабатываю деньги. Это был абсолютный идиотизм. Это было абсолютное самоубийство. Но вернуться в обратную сторону, когда у вас там всякие Гиркины, Дугины, Малафеевы, патриархи Кириллы, которые давай славянщину, давай русский мир там, и так далее, в обмен на это Кадыров говорит: какой русский мир? Никакого русского мира. Давай исламский мир. И Татарстан говорит: давай исламский мир. И Башкирия говорит: давай исламский мир. И все это дело так замешано в такой каше, и вы думаете, что это легко так сделать. Вот Ванс хорошо приехал, сказал, что ребята, да очень просто, вот здесь оканчивайте, все, расходимся, через 2 месяца начинаем переговоры, снимаем всех санкций, сады цветут, вишни, значит, черешня растет тут, все будем в шоколаде. Венс приехал к папе Римскому, папа Римский после этого умер. Так что то, что предлагает Венс, и куда предлагает Венс, лучше вот его к Путину послать, чтобы он Путину что-нибудь предложил, потому что надеемся, что Путин тоже помрет через 10 часов после этого дела. Сергей Жирнов был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья,
Напишите в комментариях, что думаете, ставьте лайки, дизлайки, ставьте лайки. Главное, не проходите мимо. Сейчас такой период для моего YouTube-канала, что очень важно, да, как-то реагировать, да, на то, что на нем выходит. Но, я думаю, перемелется, мука будет. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света.